Всем привет, друзья! С вами канал Power Device, а это значит, сейчас будет интересное и полезное видео по смартфонам Xiaomi. Поговорим о улучшении рабочего стола, об анимации иконок, которая также совершенствуется. И также расскажу основные нюансы установки новой версии рабочего стола. Погнали! Итак, начнем с того, что постоянные зрители и подписчики моего канала знают, что не так давно я показывал, как установить вот такие иконки с анимацией. Чтобы их установить, нужно загрузить тему под названием Blindado Set. А также после установки этой темы, если анимация иконок не появилась, то ее нужно активировать в приложении Set Edit. Чуть дальше еще поговорим об этом. Но ведь тема видео совсем не про это. Сейчас расскажу про новую анимацию иконок на Xiaomi. И думаю, что вы знаете такой момент. Эта анимация срабатывает только после закрытия приложения. Если мы открываем это приложение и закрываем его, например, если пролистывать рабочий стол вперед-назад, то анимация не срабатывает. Запомните этот момент. Теперь же, друзья, появилась возможность активировать анимацию значков при прокрутке рабочего стола. Как же это сделать? Во-первых, вышла новая версия рабочего стола для смартфонов Xiaomi и Redmi. Вот она. Скачать вы ее сможете в моем телеграм-канале. И если еще не подписаны на телеграм, то пожалуйста подпишитесь. Так вы не пропустите свежие файлы, обновления и новые полезные ролики. Данное обновление несет некоторые исправления рабочего стола, а также большую стабильность. И перед тем, как устанавливать данные анимированные иконки, рекомендуется установить обновление рабочего стола. Итак, обновление вы скачали, устанавливаем его. У меня оно уже установлено. Конечно, стоит отметить один момент, что не на все смартфоны Xiaomi и Redmi это установится. Все это зависит от оболочки вашего смартфона, а также это может не подойти на более бюджетные модели. Если обновление не устанавливается, попробуйте зайти в настройки, приложения, все приложения, показать системные приложения, в поиске пишем системная оболочка либо рабочий стол. Должно найти вот такую иконку. Зайдите в приложение, нажмите «Удалить обновление», после чего снова попробуйте установить обновление. Также можете поискать тему по ее создателю, по этому названию, либо по этому. Смотрите, если анимация иконок у вас не появилась, в Play Market качаем приложение Set Edit, находим строчку Device Level List, нажимаем правее вот здесь, Edit Value, и меняем вот эти двойки на тройки, единицу не трогаем, нажимаем Save. После чего перезагружаем смартфон и смотрим, анимация должна появиться, но также отмечу, что на некоторых бюджетниках этого не добиться, но таких смартфонов меньшинство, в основном все работает. Также, наверное, вы заметили, что я делаю вот такую прокрутку рабочих столов. Для этого я делаю щипок, настройки, эффекты прокрутки экрана и ставлю мельницу. Готово. Перейдем к следующей настройке-нюансу. Опять же, если вы мой постоянный зритель и подписчик, то вы знаете, что я выпускал видео, как сделать таким жестом вызов глобального поиска. И также здесь ниже можно применить суперпапки. Так вот, друзья, после последних обновлений рабочего стола, которые мы с вами устанавливали, настройки для глобального поиска нужно прописать заново. Для этого снова идем в программу Set Edit, от самого начала спускаемся немного вниз. Находим такую строчку COM-MIUI, Home, Preference, Launcher, Pull Down Gesture. А справа от нее нужно прописать Pull Down Global Search. Если вдруг вы когда-то уже прописывали такую команду, то удержите на ней и нажмите Delete, удалить. Сейчас пропишем заново. Также эта команда может появиться у вас в самом верху, при этом также ее удалите. После удаления команды нажимаем Add New Setting. Если же у вас ее вообще не было, также нажимаем Add New Setting. В открывшуюся строку вставляем эту команду. Для вашего удобства оставлю ее в описании под этим роликом. Нажимаем Save.
И во второй строке пишем следующую команду. Все это будет в описании под роликом. И также нажимаем Save. После чего пробуйте сделать вот такой жест, и все появится. Возможно, понадобится перезагрузить телефон. Теперь добавляем сюда суперпапки. Идем в расширенные настройки, регион, временно меняем регион на Индонезию, снова вызываем поиск, папки появляются. Если они не появились, позакрывайте все фоновые приложения и вызовите еще раз. После этого можно обратно применить свой регион. Также не забудьте поставить время и свой часовой пояс. Друзья, пожалуйста, не забывайте поставить лайки этому видео, подписывайтесь на канал, если этого еще не сделали. Как всегда, желаю вам только качественных девайсов и правильных настроек. До встречи в следующих роликах. Пока-пока.